Вот смотрите, как горит изоляция. Ток 80 ампер протекает через эти провода. Здесь скрутка, здесь ваговский зажим. Вот посмотрите, что творится с ваговским зажимом. Тут уже вовсю все плавится. Сам провод весь исплавился. Весь практически, вот видите. А скрутка, провод, изоляция еще держится. Не оплавилась даже. Но сама скрутка, тут, конечно, вот трубка ПХВ, она оплавилась. Но по сравнению с тем, что творится на ваговском зажиме, посмотрите сами, ток практически превышает допустимый номинальный для такого сечения провода в 3 раза, даже больше. 24-25 ампер допускается для сечения 2,5 квадрата по меди. Здесь протекает 80 ампер. Вот перед вами результат сравнения скрутки медного провода и ваговского зажима, соединения двух медных проводов с помощью ваговского зажима. Долго я вчера мучил, испытывал эти два соединения, подавал на них номинальный ток, затем двухкратный номинальный ток, затем я подавал трехкратный номинальный ток. И вот вы видите результат. Хочу сразу сделать вывод: скрутка победила. Даже сами можете видеть, как оплавились провода по сравнению с ваговским зажимом у скрутки. Время протекания электрического тока было одинаковое. Сам электрический ток, его значение было тоже одинаковое. То есть я соединил вот эти два провода последовательно друг к дружке и через них пропускал электрический ток. Сначала 25 ампер, затем около 30 ампер держал ток примерно часа, наверное, 4. Нет, меньше. Немножко поменьше. Затем я пропускал через них электрический ток 50 ампер. В течение 3 часов провод сечением 2,5 квадрата, на удивление, 50 ампер держал довольно-таки достойно. Единственное, что пахло изоляцией немножко, но оплавления изоляции не было. И затем, после всего этого, я подал электрический ток 80 ампер, то есть это практически даже больше трехкратного номинального тока, допустимого для провода сечением 2,5 квадрата. И буквально вот за 2 минуты вот что получилось. Видно, что ваговский зажим грелся сильнее. Здесь все почернело, сам зажим сгорел, оплавился. Медный провод здесь почернел в зажиме. У скрутки оплавилась закрытая скрутка была трубкой ПХВ. Вот она оплавилась, трубка ПХВ.